God. Amen. Wonderful to be with you again this morning. Слава Богу, так здорово быть с вами сегодня утром здесь опять. And appreciate all that God is doing. И я благодарю Бога за все, что Он здесь делает. You have your Bible, 2 Timothy chapter 4. Если у вас есть Библия, давайте откроем на 2 Тимофея, 4 глава. 2 Timothy chapter 4. Второе послание Тимофею, 4 глава. There's a sporting trophy in America. В Америке есть спортивное достижение, очень важное. It's called the Triple Crown. Оно носит название тройной короны. And this is the most elusive sports title in all the sports in America. Во всех спортивных достижениях Америки получение тройной короны является самым желанным. This title has to do with thoroughbred racehorses. И этот титул дается лошадям, которые завоевывают в гонках, в скачках. And last year, this thoroughbred named American Pharaoh. И чистокровный скакун в прошлом году по имени American Pharaoh. This horse won the Triple Crown. Эта лошадь завоевала тройную корону. The first time in 37 years. Впервые за 37 лет. And to win all three races, и чтобы завоевать, чтобы выиграть все, получить эту корону, нужно выиграть 3 скачки. Is the Triple Crown. И получить тогда тройную корону. The Preakness is 1 mile and 3/16. Первая скачка, первая гонка, 1 миля и 16 часть мили. The Kentucky Derby, the most famous, is 1 mile and a quarter. Второй маршрут 1,5 мили, и его называется он Kentucky Derby. The Belmont is 1 mile and a half. И 1,5 мили еще одно расстояние. Это to win the Triple Crown. И чтобы выиграть тройную корону получить. These 3-year-old thoroughbreds. Эти 3-летние скакуны have to win all 3 of these races within 6 weeks. Чистокровные скакуны должны пробежать и победить во всех 3 скачках в течение очень короткого времени, нескольких недель. Only 12 thoroughbreds. За всю историю только 12 чистокровных скакунов have won the Triple Crown since 1875. Получили за всю историю скачек только 12 тройную корону с 1867 года. 3 different race courses. И вот эти 3 совершенно разных поля. All a different challenge. Там разные трудности. Different obstacles. Разные препятствия. Different in distance. Разница в расстоянии. And they call this the test of champions. И они называют эти 3 поля для скачек тест чемпионов. A lot of thoroughbreds have won one. Очень многие из этих чистокровных скакунов могли победить в одном из них. Numbers have won 2. Несколько скакунов победило в 2. But only 12 have won all 3 races. Но только 12 скакунов в мире завоевали победили во всех 3 скачках. I want to minister on the Triple Crown of the Kingdom of God. И я сегодня хочу проповедовать вам проповедь о тройной короне Царства Божьего. I want to talk about the test of champions. Я хочу сегодня проповедовать и говорить с вами о тесте чемпионов. You're going to find yourself on different race courses in life. В жизни вы обнаружите себя на разных полях для скачек. You're going to have to run this race for God under different conditions. И вам придется скакать вперед, двигаться вперед в разных условиях. So let's look at 2 verses in 2 Timothy 4. И давайте посмотрим на 2 стиха во 2 послании Тимофея 4 главе. Verse 7. I have fought the good fight, I have finished the race. 7 стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. I have kept the faith. Веру сохранил. Finally, а теперь there is laid up for me the crown of righteousness. В одном из периодов в конце концов готовится мне венец правды, which the Lord, the righteous judge, который даст мне Господь, праведный судья, will give to me on that day. В день онный. And not to me only, и не только мне, but also но и всем, to all возлюбившим, who love His appearing. Явление Его. Let's pray. Давайте помолимся. Father, we thank you Отец, for the messages we heard this Тебя за morning. благословение проповеди сегодняшних. God, you move by the Holy Ghost. Действуй Духом Святым, I Господь. pray, give your people Я молю, дай Твоим людям revelation
revelation откровение on how to live о life, том, как жить жизнью, how to run the race, как идти вперед and be the tested champions. и победить в тесте чемпионов. God, I thank you for these И я people, благодарю Тебя, Господь, за это, all you're doing in this за Твой place. народ, за все то, что Ты делаешь в этом Bless месте. them, I pray. Благослови их, я молю Тебя, In Jesus' name. во имя Иисуса. Amen. Аминь. I want to talk about the first race. Давайте поговорим о первой из трех It's скачек. the race of offenses. Это первая скачка, которую вы будете выдерживать. Это скачка обид. Jesus said in Matthew 18:6, Иисус сказал в Евангелии от Матфея 18:6. woe to the world because of offenses, Горе миру, потому что идут соблазны. because offenses must come. Соблазном должно прийти. This word offense in the Greek, И это слово соблазны в греческом. it's the trigger of the trap. Это слово, которое означает ловушка. It's the part of the trap Это часть ловушки, on which the bait is placed. на которую помещена приманка. This trap is hidden in ambush. И сама ловушка скрыта, спрятана, не видна. It has the thought to entice, И цель у нее это заманить тебя ближе, in which to cause you ruin. чтобы ты попался. In other words, offenses Другими словами, cause a certain reaction соблазнение приводит к or a реакции, behavior from you. поведение, The offense, которое требуется от тебя. it was not the trap, Соблазн это еще не ловушка, it was the trigger of the trap но соблазн является on which the bait was placed. тем, что начинает действовать, The offense приводит к ловушке. sprung the trap Соблазн этот, приманка, and would cause you to stumble. которую ты хватаешь, и ловушка John захлопнется. 11:10. Евангелие от Иоанна 11:10. But if one walks in the night, Тот, кто ходит ночью, he stumbles. он The притыкается. problem with offenses, Проблема с соблазнами. you can't see it Ты не coming. можешь видеть его. Many times you're blindsided. Когда он идет, иногда ты You're ослеплен. living for God, Ты живешь для Бога, and then there's this trap that's и set for потом you. вдруг эта ловушка открывается. War emblem, Лошадь по имени War Emblem. a famous thoroughbred. Знак войны, он знаменитый скакун чистокровный. Won the Kentucky Derby, Он завоевал победу на Kentucky Derby. won the Preakness Stakes. Он завоевал Preakness Stakes. But in the third race, Но когда он попал it stumbled, на третью скачку, он went down to its запнулся. knees coming out of the gate. Он запнулся, он упал, когда выходил из ворот. And the trainer said, И тот, кто был его тренером, он сказал, a horse can have it all. он сказал, у лошади может быть все идеально. It can have speed, Она может быть быстрой. foundation, У нее может быть прекрасный endurance, круп. Она but может if it иметь stumbles, очень крутой нрав, но если она запинается на выходе, it's over for that race. то тогда все закончено для этой гонки и скачки. The trainer went on to say, И тренер ее сказал, every stride counts каждая секунда, каждый прыжок имеет значение. from the first to the С last. первого прыжка до последнего. Listen to what I'm going to say to you. Вот что я хочу вам сказать. Destiny Судьба, is not a mystery. она не является тайной. It's a decision. Это решение. And every decision you make И каждое решение, которое ты делаешь counts in this run for destiny. в этом беге, в этом марафоне является важным для твоей судьбы. Somewhere the demonic will throw offenses on your racetrack. И иногда бесы будут подкидывать, чтобы ты споткнулся что-то на твоем бегу. Luke 17:1. Евангелие от Луки 17:1. Jesus said, "It is impossible Иисус сказал, невозможно that no не offenses прийти соблазном. should come." Offenses Соблазны, are thrown by people. они иногда выкидываются людьми. People will hurt you. Люди причиняют тебе боль. People will disappoint Люди you. будут разочаровывать тебя. People will betray you. Люди будут предавать тебя. Pastor James Martinez, Пастор Джеймс Мартинес, he gave me a rooster. он дал мне однажды петуха.
My wife, подарил. a year or so ago, Моя жена год назад или около этого, she wanted some chickens. она хотела, чтобы у нее появились цыплята дома. And I was raised on a farm. А я сам вырос на ферме, And the problem with animals, и я знаю, что такое цыплята. you have to feed them. Надо кормить их. So I told my wife, Я сказал своей жене, I'll build you a chicken coop. я говорю, я тебе построю этот цыплятник, I'll buy you some hens. куплю тебе курицу, She wanted несколько fresh куриц. eggs. Она хотела, чтобы были у нее So I яйца built this свежие. chicken coop И я построил ей этот курятник and I put these letters on it. и сделал там все как надо. Coop Hilton. И написал на входе Хилтон, это знаменитая гостиница, Хилтон цыплятник. Hilton is a famous hotel. Знаменитая сеть гостиниц. So James Martinez gave me this rooster. И вот Джеймс Мартинес, он подарил мне этого петуха. He was just a little guy. Маленького такого паренька. But he began to grow. Но он начал расти. He got these big old spurs on him. И у него такие появились когти. And so I would go out in the yard. My rooster's name was Clyde. Я выходил в двор, моего петуха звали Клайд. I'd say, Clyde! Я говорил, эй, Клайд! Here old Clyde would И be. он, старый Клайд, несется на всех парах. But one day, Но однажды Clyde was feeling pretty bold. Клайд почувствовал, что он очень осмелел, обнаглел даже, я бы сказал. And so he's going to attack me. И он решил, что он атаковать меня начнет. So I took a shovel И я взял лопату, and I showed Clyde some dominion. и я установил власть над Клайдом в тот день. But you know, Clyde never offended me. Да знаете что? Клайд меня так-то никогда не обижал. It's people. А люди обижали. People will lie about you, Люди будут о тебе лгать, gossip about you, будут сплетни распространять, talk about you. будут говорить про тебя. You can pour your life into people Ты можешь жизнь отдавать людям, and they'll turn on you. и они предадут тебя. They'll throw trash Они будут кидать мусор on your track. на траекторию твоего движения. And the Bible calls it И offenses. Библия называет это соблазной. And the aim of this И цель этих is to cause you to stumble, в том, чтобы ты споткнулся, fall. упал. The Apostle Paul, Апостол Павел 2 Timothy 4:14. во 2 Тимофею 4:14. Alexander the coppersmith did me much harm. Александр Медник сделал мне много зла. May the Lord repay him according to his works. Пусть Господь воздаст ему по делам его. You must also be aware of him. Также и ты бойся его. But it's amazing, Paul gives no details. Но странно, что Павел не дает никаких деталей, какое зло он He сделал. mentions this Он man упоминает его по имени and moves on. и дальше идет. Evidently, he left him with God. Очевидно, он оставил его в руках Божьих. The problem with offended people, Проблема людей, которые обижены, they become bitter people. они становятся людьми наполненными горечью. And the bitterness И горечь is the trap – это ловушка, that derails them. которая сбивает их с курса. I mentioned War Emblem, this thoroughbred. Я упомянул скакуна по имени War Emblem. Stumbled, Он был чистокровный, но споткнулся, встал, kept running, продолжил свою came скачку. in 8th in that race. Восьмым пришел к финишу, But he went on to earn $3.5 million. но завоевал $3,5 миллиона. The problem with many people I pastor today, Проблема многих людей, которых я являюсь пастором сегодня, they've hooked their life support system они подцепляют свою жизнеобеспечивающую систему to a hurt, к горечи, подключаются a disappointment, и питаются от разочарований, or an offense питаются от соблазнов, they should have left die a long time ago. которые они должны были оставить в прошлом давно-давно. The sure sign that you've not let an offense go, Точный знак, что вы не оставили обиду, you keep replaying it in your mind. это то, что вы проигрываете в своем уме ее My снова и brother снова. preached this morning about your thoughts. Брат проповедовал сегодня утром о ваших мыслях, You play it over and over, и ты играешь снова и снова every detail, каждую деталь, every word. каждое слово. And the problem И проблема
Emotional people Эмоциональные люди too many times become bitter people. слишком часто становятся людьми горькими. Offenses, if you do not survive them, Обиды, если ты не сможешь правильно переживать их, fill you with resentment, наполнят тебя нежеланием идти дальше. hostility, Ты будешь чувствовать сопротивление, mental and emotional animosity. умственное, эмоциональное отдаление. I didn't deserve that. Я этого не заслужил. It's not right, Pastor. Это неправильно, пастор. Why me? Почему я? And you keep playing it over. И ты проигрываешь эту снова пластинку, и снова, и снова. And you stumble. И ты спотыкаешься. And I pastor people И я являюсь пастором таких людей, that have fallen in their offense. которые упали во время соблазна. And spiritually, И духовно they laid there for years. они лежат уже многие годы на том же месте. Now there's no pleasure in life. Теперь нет никакого удовольствия от жизни. Now there's no joy in the Holy Ghost. Теперь нет никакой радости Духа Святого. Now there's no vision for the next race. Теперь уже нет никакого видения для следующей скачки. All of life is now filtered through. Вся жизнь, которая у тебя, она фильтруется через You stumbled. твое поражение. Proverbs 14:10. Притчи 14:10. The heart knows its own bitterness, Сердце знает горечь души своей, and a stranger does not share и it. радость его не вмешается чужой. You know how you survive offenses? Знаешь, как пережить обиды? Forgiveness Прощение is God's revelation – это Божье откровение on how to survive the offenses о том, как победить соблазны горечи, that people throw at you. которые люди кидают в тебя. Forgiveness is a decision on your part. Прощение – это решение, которое твое. It doesn't mean what they did was right. И неважно, это уже не имеет значения, правильно или неправильно. But it means I'm going to leave this with you, God. Ты говоришь: Бог, я оставляю это в твоих руках. It's not a feeling. Это не чувство, It's not an emotion. это не эмоции, It's a decision. это решение. Offenses Обиды are a part of life. – это часть жизни. You can't escape people. Ты не можешь избежать людей. We just had 2 funerals in our У church, нас в церкви недавно было двое похорон. about a week and a half apart. Между ними была неделя буквально. One of these funerals, На одном из похорон a man that years ago was the head usher in our church. мы хоронили человека, который годы назад был главным лидером группы порядка в нашей церкви. And he was very personable, Он очень такой общительный был, highly intelligent, высокоумный, интеллектуальный, very likable. очень-очень приятный для общения. But this man backslid, Но этот человек отступил от Бога. and his wife eventually got a divorce. Он со своей женой в конце концов But развелся. he never once that I know of spoke bad about Но me за or все the church. время я не знаю ни одного случая, не слышал, чтобы он говорил плохо про меня или про церковь. He got saved about 10 months ago 10 месяцев до смерти он успел in покаяться one of our baby churches, в одной из наших дочерних церквей. living for God, Стал жить для Бога. probably close to 60 years old. Ему было около 60 лет. And he was on outreach witnessing and had a heart attack. И он был на евангелизации, он свидетельствовал, его хватил сердечный приступ. So we had his funeral in our church. Он умер, его хоронили в нашей And церкви. here come these people И я смотрю на людей в зале, и я вижу всех этих людей, that we hadn't seen, которых мы не видели, some of them in 30 years. некоторых 30 лет. Right after that, we had another funeral. Сразу после этого у нас было еще одни похороны. This was a young lady, 27, 28 years Это old. была молодая девушка, 27-28 лет. I remember when she was a little girl in children's Я ее church. помню, когда она была малюсенькой в She детской loved церкви. to sing. Она любила петь. She loved to be in drama. Она любила быть в сценках. Her father was one of our council members. Ее папа был одним из наших членов Совета Церкви. Her mother and father, mother backslid. И что-то произошло между ними, один из них отступил. They got a divorce many years ago. И много лет назад они развелись. This daughter backslid. Эта их девочка также ушла от Бога. She was in Las Vegas, Она была в Лас-Вегасе. big gambling city.
город греха, город Her and постоянных her boyfriend was казино. there. Она со своим парнем была там. She died in the bathtub, И она умерла в ванной overdosed on drugs. из-за передозировки наркотиков. Had her funeral in our church. И ее похороны были. Here's another wave of И people. опять огромная толпа These people who людей. used to go to our Люди, church, которые когда-то ходили в нашу церковь. many of them backslid. Многие из них отступили от Some Бога. moved away. Некоторые уехали в другие Some went to other города. churches. Некоторые ходили в другие All церкви. kinds of pain and Всякие offenses. разные обиды и горечь, и жалость к себе, представленная в лицах. This woman in our church, Это женщина в нашей церкви, Mary LeBlanc, Мэри Лебланк. she asked my wife Connie, Она спросила мою жену Конни, she's there at these funerals. которая была тоже на этих похоронах. She says, Connie, Она сказала моей жене Конни, how do you and Pastor как вы с пастором survive all of this переживаете backsliding? всех этих отступников и всю эту боль? People who had said all kinds of things. Люди, которые произнесли про вас всякие чушь всякую. My wife said to her, И моя жена сказала ей, you have to leave people with God. тебе придется научиться оставлять людей в руках Божьих. You have to leave painful chapters with God. Тебе придется научиться оставлять глубокие болезненные главы твоей жизни в Боге. You have to leave these offenses of people Тебе придется научиться оставлять эти обиды с людьми with God. в руках Божьих. Or you'll be tied to that painful experience. the Или rest ты of your life. навечно будешь привязан к этому больному инциденту в твоей жизни. That's not going to be my spiritual DNA. Это не будет моим духовным ДНК. You have to forgive people. Тебе придется принять это решение, простить. Joseph in the Old Testament. Иосиф в Ветхом Завете. You know his story. Вы же знаете эту историю. Sold by his own Проданный family. своей собственной семьей. Sold as a slave. Проданный в рабом. Lied about by Potiphar's wife. Лгали про него. Жена Патифара лгала про него. He's in prison, interprets the dream. Он в тюрьме объясняет эти сны. Remember me when you're bearing the Помни king's меня, cup. когда тебя выведут обратно. Forgotten again. Забыт опять. But it's interesting. Но очень интересно, Later in life, что позднее в жизни Joseph names one of his sons Manasseh. Иосиф называет одного из своих сыновей His Манассия. name interpreted in И Hebrew. это имя Манассия с иврита переводится: God caused me to forget. позволил мне забыть. If you're going to survive the offenses, Если ты собираешься пережить you обиды, have to see the bigger picture. тебе нужно научиться видеть большую картину. There's more to life. Потому что в жизни есть больше, чем This is это. not going to be my last chapter. Это не моя последняя глава. If you don't forgive, get up and go on. Если ты не простишь, не встанешь и не забудешь, Your past pain тогда твоя прошлая боль will dictate будет диктовать your presence твое настоящее and your future. и твое будущее. And you will live your И life ты будешь жить жизнь out of bad memories из нечестивых, плохих воспоминаний, rather than knowledge with God. чем знание о Боге. I've prayed probably for thousands of women Я, наверное, молился за тысячи женщин, who, as a child, которые имеют ребенка. they were molested, Они были изнасилованы, когда были детьми сами. violated, Они подвергались избиению, sometimes by an uncle, иногда дядями, friend of the family, другами, друзьями семьи, sometimes even a grandfather. иногда даже дедушками. Painful story. И это очень болезненные истории. And somewhere И когда-то you have to leave that with God. тебе придется научиться это оставлять в руках Божьих. It causes you to stumble. Иначе ты приткнешься. Every year at Chandler, Каждый год в Чандлере in Memorial Day, May 30th, в мае 30 числа начинается День памяти. all of our churches out of Chandler in the valley, we have a big picnic. Все наши христиане, все наша церковь, мы делаем огромный пикник со всеми церквями из района. And for years, Chandler, the men in Chandler, И
много лет уже. We play against Glendale, Pastor Martinez's church in softball. Мужчины, мы играем в софтбол с другой церковью в городе Глендейл. And so for years I would play first base. И годы за годом я играл, тоже принимал участие. But a few years ago, Стоял на базе, но несколько лет назад, Pastor Rosario was on staff. когда пастор Розарио был вторым пастором у нас, Pastor Tori Williams. и пастор Тори Уильямс, They're practicing at night, and I know nothing about it. я этого не знал, начали по ночам репетировать, тренироваться. They decided I'm too old to be on the team. Они решили, что я слишком стар, и меня не надо брать в So команду. it's the day of the big game. И они собираются эту великую игру провести. I'm out there. Я там, I got my softball glove. у меня перчатка на I got on my руке, tennis shoes. у меня теннисные ботинки, I'm все ready to надо. play. Я готов ловить. It's like I'm invisible. И я смотрю на них и понять не могу, они меня вообще видят или нет. They got no place for me. Для меня нет места. Pastor James Martinez, Пастор Джеймс Мартинес, he had compassion on me. у него появилось ко мне He сострадание. said, Pastor Campbell, Он сказал: пастор come Кэмпбелл, on, you be on our team. давай ты к нам переходи, в нашу команду. You can play first base. Будешь за нас играть, вот здесь стой. That's probably 5 or 6 years ago. Это лет 5-6 назад было. And I have to admit, И я должен вам признаться. we've never lost since. Мы с того времени ни разу не выигрывали. The anointing То есть не проигрывали. Потому что помазание, которое на мне, оно все еще действует. But this last May, Но вот последний май, прошлый май, the game's on the line. две команды выстроились друг против друга. I'm up to bat. Я взял биту, я собираюсь ударить. We got men on base. У нас мужчины на базе I've стоят. got to get a hit. И я должен ударить. If I get a hit, И если я ударю, we're going to score. тогда мы победим. And we're going to win. И мы выиграем. My wife's in the stand. Моя жена стоит. All the church people are watching. Вся церковь, все христиане. I hit the ball. Я ударяю по мячу. I start running И я for должен first base. бежать на первой базе. My wife's watching me. Моя жена смотрит на Some of the меня. other ladies were Другие женщины смотрят на меня. telling me the story. Потом рассказывали мне историю. My wife said, Они в шоке, моя жена смотрит My Lord и говорит: Jesus. Господи Иисусе, his body is outrunning его his тело бежит быстрее, чем его ноги. I'm running. Я бегу, And I'm like this. но ноги не успевают. Bam! I hit the Хлоп, я упал прямо на землю. Встал. My head's all bloody. Моя голова, кровь течет. People are running out of the stands. Люди looking at the бегут doctor. с трибун мне помочь. If you could show the photograph, Покажите фотографию you're going to теперь. have to turn the lights off. Надо свет будет выключить и быстро-быстро показать эту фотографию. Вот она. Весь свет придется погасить. What's over here? На дом, что ли, показывается? I don't know. Can you see my head? Вы видите мою голову? У меня вот прямо на лбу большой. I don't know if you can see that big lump Если вы on my видите head. этот большой шишак. And then I had to leave the next day for Malaysia. И в этот же день мне нужно было ехать в Малайзию лететь. Show the next photograph. На проповеди на Ралли. I'm preaching in Malaysia. Я проповедую в Малайзии. See my eye, Вы смотрите на мои глаза, my head. моя голова. And so the Chinese are very curious. А китайцы, у них особо они не They're боятся. asking, Они меня спрашивают: Pastor Пастор Campbell, Кэмпбелл, where's that big lump on your head? откуда у тебя такой шишак на голове? Your eyes all black. У тебя под глазами синяки. You turn the lights back on. Включите свет снова. I told them Connie hit me. Я сказал им: Кони меня ударила. Now I wish I could say someone tripped me. Хотелось бы мне сказать, что кто-то подставил под ножку. I wish I could say someone threw a ball at me. Хотелось бы мне сказать, кто-то ударил меня мечом в голову. But the truth is, Но истина заключается в том, I just fell. что я просто упал. Sometimes in life, Иногда в жизни you just fall. ты просто падаешь. No one to blame. Никого обвинить нельзя. You did it. Ты сам это сделал. You have to own it.
и сам должен принять за это последствия. I want to make a couple statements to you. Позвольте пару вещей сказать вам. Don't take yourself too serious. Слишком серьезно к себе не относитесь. And don't take everything in life personal. И ко всему в жизни не принимайте все в жизни близко к сердцу. And learn to leave things with God. Научитесь оставлять все в руках Божьих. There's another race course. Есть еще одна гонка скачек. In thoroughbred racing, В скачках чистокровных скакунов. sometimes they have to run through the storm. Иногда им приходится скакать в ужасных погодных условиях. These race courses are outside. Потому что эти поля для скачек находятся на улице. It can be beautiful. И день может быть великолепный. The track is perfect. Погода прекрасна, дорога And these сухая. storms roll И in. вдруг этот шторм начинается. Maybe 30 minutes. 30-минутный. Even while they're running. И пока они скачут, And then they call it a muddy track. они называют эти скачки грязевая ловушка. The track's soup. Это потому что путь превращается под скользким становится. American Pharaoh, American Pharaoh, this horse that won the Triple этот Crown, скакун, который завоевал три короны. it was running in the Preakness Однажды он таким образом in a blinding rainstorm. скакал в ослепляющем дожде, ливне просто. The storm was so bad, Ливень был таким ужасным, the owner and the trainer, что и хозяин, и тренер лошади, they could not see the horses on the backside of они the не track. видели лошадь, когда она бежала по той They're стороне. watching them on the monitor. А им приходилось смотреть на лошадь по мониторам. That's a picture of your life. Это картина вашей жизни. Sometimes there's storms of difficulty, Иногда появляются трудности, storms of disappointment, штормы разочарований, штормы трудностей, storms of failure, штормы поражений, storms of demonic assault. штормы демонических атак. These disruptions of life, Эти жизненные отвлечения, storms of sorrow and agony, также штормы горя и агонии, storms of barrenness, штормы бесплодия. and it alters the track condition. И они изменяют условия твоей It's no скачки. longer favorable to run. И теперь уже бежать трудно. David in Psalms 55, Давид в 54-м псалме, verse 8, в 8 стихе, I would hasten my escape он говорит: «И я далеко бы удалился, from the windy storm and tempest. а укрылся бы от вихря и от бури». In Luke chapter 8, the disciples are in the will of God and they're on a storm. В Евангелии Луки 8 главе ученики находятся в воле Божьей, и тем не менее проходят через бурю. It said the storm came down on the lake. Писание говорится, что буря началась на том озере. The boat was filling with water. Писание говорит, что вся лодка была наполнена We're in водой. jeopardy. Они в опасности. There's uncertainty. Есть неуверенность. Your life seems out of Твоя control. жизнь полностью бесконтрольна. There's a loss of spiritual balance. Потеря духовного равновесия. There's demonic storms, Бесовские шторма. people storms. Шторма, связанные с людьми. Sometimes storms you've created. Иногда шторма, которые вы сами создали. But the aim Но цель их, is to cause you to lose your чтобы footing заставить тебя потерять баланс, and to slip and fall. подскользнуться и упасть. There was a horse, Была лошадь, Barbaro, его звали Барберо. heavy favorite to win the Triple Crown. Он был очень, на него вставили, что он выиграет The track was muddy. тройную корону. И The horse slipped, она была очень большая грязь. fractured 3 bones, Лошадь подскользнулась, ended its racing career. были трещины в 3 местах, и это закончило ее карьеру. Eventually got an abscess, В конце концов начался абсцесс, fever, жар, the horse died. и этот скакун умер. Sometimes in these sloppy conditions, Иногда в этих скользких ситуациях, the storms of в life, штормах жизни, you get bumped. ты начинаешь чувствовать, Native dancer, как ты уходишь земля уходит из-под ног. this incredible thoroughbred horse. Native Dancer был такой скакун чистокровный. In the Kentucky Derby, И во время одной из скачек Kentucky Derby track was horrible.
Путь был ужасным. 2 other horses bumped it. И две другие лошади толкнули его. Lost the race. Он потерял. No one's fault. Он проиграл, это не была вина ничья. This horse won 21 out of 22 races. Из 22 гонок 21 скачку она выиграла, эта лошадь. Never won the Triple Crown. Но так и не смогла заработать тройную корону. Могу ли я кое-что вам сказать? Послушайте меня. Things happen in life. В жизни происходит всякое. It's called reality. Это называется реальность. Somewhere, Где-то, you're going to have to run these races. в каком-то месте тебе придется бежать дальше. I've had storms of ministry hit our church. У нас были шторма служения, которые ударяли по моей церкви. Personal storms. У меня были личные штормы. Preached a sermon in Prescott Conference Я проповедовал свою проповедь в Прескотте a number of years ago. несколько лет назад. 2010, 10-й год. a year from hell. Я назвал эту проповедь «Год из ада». People storms, Шторма, связанные с людьми. demonic storms, Демонические, бесовские шторма. all kinds of storms. Всякие разные шторма. Native dancer, Native dancer. this incredible horse. Невероятный скакун. Another one, spectacular bid. Другой потрясающая победа. Результат. 1978 as a 2-year-old, В 1978 году ему было 2 года. American champion. Выиграл американский чемпионат. 3-year-old, 1979, В 1979 году ему было 3 года. American champion. Опять американский чемпион. 1980, horse of the year. В 80-м году скакун года. In the Hall of Fame today. Сегодня его фотография находится в зале славы. Number 10 in the top 100 race horses in the 10-е место из 100 самых дорогих чистокровных лошадей мира. 100 years. За 100 лет. Never won the Triple Crown. Но так и не завоевал тройную корону. What happened? Что с ним случилось? Won the Kentucky Derby, Выиграл Кентаки Дерби, won the Preakness. выиграл Притнес. The morning of the race, Утром последней гонки. they would wrap their hocks with this cloth. Они заматывают их копыта специальной тканью Those перед days, гонкой. they would pin it. И кто-то случайно проткнул This булавкой. horse stepped on a safety pin, Эта лошадь, она своим копытом embedded in its hoof. просто наступила на булавку. Булавка вонзилась внутрь. In the stall, Они еще были в стойлах. place of safety. Это место Sometimes безопасности. even in the house of God, Даже в месте безопасности, таком как Дом Божий, things happen. иногда происходят вещи. And this horse ran, Эта лошадь скакала, but it didn't win. но не завоевала никакой медали. So how do you survive the storms of life? Как вы переживаете жизненные трудности? Faith Шторма жизни. is God's revelation Потому что вера является Божьим откровением on how to survive the storm. о том, как завоевать и выжить победу одержать. Financial storm, В финансовых штормах, marriage storm, семейных штормах, frustrating storm, штормах разочарования, ministry storm, штормах служения, people storm. штормах, связанных с людьми. The demonic will create storm. Демонический мир создает для тебя эти шторма. Paul says, I have finished the race. Павел сказал, я пробежал марафон, я течение совершил. This is how he finished. И как он закончил? He said, I have kept the faith. Он сказал, я сохранил веру. Faith is designed for the storms of life. Вера создана специально для штормов. You need faith when things aren't going well. Тебе нужна вера, когда все идет не так. Когда тебе трудно. I'm in trouble. Когда ты в проблемах. Faith is the substance of things hoped for. Вера – это уверенность в невидимом. It's evidence when you cannot see. Это то, что ты не видишь, но ты знаешь, Faith что оно is есть. designed when you can't see. И когда ты не видишь этого, When all hell is breaking когда loose. весь ад разрывается I от don't тебя, need much faith in success тебе не нужно иметь много веры в успех, when everything's going well. когда все идет хорошо. I need faith when storms hit my Тебе mind. нужна вера, когда шторма атакуют твой разум.
my marriage, твой брак, my ministry. твое служение. Jesus said to the disciples in the Иисус storm, сказал ученикам, которые были во время бури, he said, where is your faith? Он сказал, где вера ваша? Paul in our text says, Павел в нашем kept тексте faith. говорит, я сохранил веру. American Pharaoh, Скакун American Pharaoh. look at this race that it ran. Посмотрите на скачку, которая у него We была. can scratch the lights again. Мы сейчас опять свет выключим и посмотрим. Lights, lights, Свет, lights, свет, свет, lights, весь свет. lights. Look at the race. Посмотрите на эту Next скачку. picture. Если вы увеличите. Следующая картина, фотография. Look at the race. Посмотрите на нее. It's mud. Там просто It брызги. was like a river. Это как река, и по реке бегу. Mud flying everywhere. После дождя везде грязь во все стороны. Next picture. Следующая фотография. Look at the mud behind Посмотрите the на то, что сзади лошади. Will you run in those kind of conditions? А вы в таких условиях что Is делаете? there one more of the race? Есть ли еще одна гонка? Еще одна фотография этой же гонки. Look at that track. Посмотрите на эту дорогу. As I said, the owner and the trainer Как я сказал вам, что и тренер, и то же самое, и хозяин лошади, couldn't even see the horses on они the даже не backside. могли видеть на другом конце поля лошадей, как они скачут. Somewhere, Иногда, где-то, as you run for God, когда ты бежишь за Бога, you're going to have to run through the storms. тебе of life. придется бежать через жизненные шторма. Lights, please. Свет включите. Do you keep running А вы продолжите бежать, when everything seems to be against you? когда все кажется против вас, Things aren't working. когда все не так. You still keep the faith. Вы все еще будете хранить веру, You're struggling. вы будете сражаться. Jesus told Peter, Иисус сказал Петру, Satan desires to sift you as wheat. сатана просил сеять вас, как пшеницу. I prayed for you that your faith faith. Но я просил за тебя, The last race, не оскудела вера твоя. Последняя гонка, the Belmont. это Белмонт. This is the last race of the Triple Crown. Это последняя гонка, которую нужно пройти, чтобы It's a mile and a half. победить и получить тройную корону. Она 1,5 This is мили. the longest race of all three. Это самая длинная гонка из всех трех. It's the last race. Это последняя гонка. Your horse has been running this within 5 or 6 weeks. И в течение 5 или 6 недель должны лошади пройти все These эти other три. owners will run in fresh horses. И что against you. происходит? Другие скакуны, они свежие, они неиспытанные. And so the question is always И asked, вопрос, который всегда задается, why is the Belmont Stakes почему последняя скачка so hard to win? такая тяжелая? Owners and trainers И тренеры, и хозяева say these words. лошадей говорят такие слова. It's the distance, Они говорят, это из-за расстояния, the distance, это расстояние, the distance. это расстояние. And they make a statement about horses. И они делают такое утверждение насчет лошадей. It's also true about people. И также это правдиво и о людях. You can't train stamina. Ты не можешь воспитать That's staying power. качество, когда лошадь When every muscle says quit, имеет терпение, your mind is screaming quit. когда каждая твоя мышца кричит, And it's the heart. когда твой разум вопит. They say it's the last quarter of a mile Они говорят, что самая последняя четверть мили that destroys these horses. уничтожает большинство лошадей. It's not about speed, И не важно, как быстрее они, but it's about a will to run. но имеют ли они волю добежать. Are you a quitter? Скажите, а вы тот, кто всегда бросает на полпути? I pastor people. Я являюсь пастором людей. Right here they quit. Они бросают иногда именно в этот момент. James and Christina Martinez, У меня есть семья Джеймс и Кристина Мартинес. pastoring in Glendale, Arizona. У них потрясающая церковь в городе Глендейл в Аризоне. They're running about 35 people. У них в то время было 35 человек. Christina has
horrible arthritis. И вдруг у Кристины начался ужасный артрит. Her hands are twisting. Ее руки стали искажаться. Knees, it's in her hips. Ее ноги, ее колени стали болеть, все кости, все суставы. She can't walk. Она даже ходить не может. James is having to dress her, Джеймсу нужно одевать ее на службу. carry her in the church. Он несет ее внутрь машины, несет ее в церковь, несет ее на стул, вынужден носить ее везде. It's wearing on her. Это тяжело для них обоих. James came to me. Джеймс подошел ко Said, мне Pastor, и сказал: пастор, said, Christina and I, Кристина и я, we've decided мы решили, we need to come back to Chandler. что нам, скорее всего, нужно вернуться домой. We just can't go anymore. Мы больше не можем идти дальше. We're in our Bible conference. У нас библейская конференция. This was a few years Это ago. было несколько лет назад. I'm sitting on the platform. Я сижу на сцене. Bible conference just like this. Библейская конференция такая же, как ваша. We're planning to announce in that Bible conference they're going to come back to Chandler. И мы планируем, что мы объявим на конференции вернуться домой на перенаправление. He sent up a note to me. И вдруг он посылает мне записку. The usher brought me a note. Мне помощник приносит его записку. And it basically said, Pastor, Там была простая фраза: пастор, Chris and I have decided Крис и я, мы решили, we're going to die in the will of God. что мы умрем в воле Божьей. We're going to stay in Chandler. Мы останемся. Today, Сегодня, a few years later, всего лишь несколько лет спустя, his church runs 250 people. у его церкви 250 человек. Their son is a missionary in New Delhi, India. Их сын миссионер в Нью-Дели, Индии. They planted churches in Phoenix, Они насаждают церковь в Фениксе, California. Калифорнии. And Chris И Кристина is practically totally healed. практически полностью исцелена. They said, we're not going to quit. Они сказали: мы не оставим это. We're not going to quit. Мы не бросим. We're going to keep running. Мы продолжим сражаться. These trainers say, Эти тренеры говорят: you can't train heart. можно воспитать все в лошади, но сердце воспитать нельзя. And the Bible says, out of the heart flows the issues of life. А Библия говорит, из сердца человеческого исходит. Said the horse can have the finest build. Все вопросы жизни и Библии, и они говорят, что лошадь можно создать. It can have a long stride. Она может иметь длинный скачок, может иметь прекрасную мускулатуру. The best trainers, Лучших тренеров, the finest vets. самых лучших ветеринаров. But none of that matters Но ничего это не будет важно, if you don't have a heart если у нее нет сердца, for the distance. которое добежит до конца. Endurance Преодоление is the spiritual DNA – of the это heart. духовная ДНК жизни. You're bloody, you're exhausted, Ты в крови, ты изнурен, you're wore out, ты изношен, disappointments, ты разочарован, offenses, ты обижен. storms of life. Шторма жизни бушуют вокруг тебя. Pastor, I'm not going to quit. Пастор, я хочу все оставить и вернуться. Are you a Triple Crown winner? Вы будущий победитель тройной короны. I'm running to first base. Я помню, я бегу к первой базе. I'm about from here Я, наверное, как отсюда до to the pulpit by the time I до fell. трибуны. Я осталось-то совсем I чуть-чуть. fell down. И я упал. My head hit. Голова ударилась. You could show this last picture. Посмотрите на последнюю картину, фотографию. This is how my eye eventually looked. I don't know. Как мой глаз, выключить свет надо, но последний мой глаз. I have to cut the lights. Надо опять свет будет погасить. I don't know if you can. Мой глаз фингал, как I don't know братья if you can на see. приезжают, как у нас такие. Anyway, my eye, Реабилитацию. Мой глаз здесь. it was totally black. Он был полностью черный вообще, черный. I don't know if you can lighten it up or not. Да, I'm crawling to first base. и вот он, я ползу к этой первой базе. A man named Nathan Wilson. Человек по имени Нейтан Уилсон. He's playing first base. Он стоит на этой базе. They throw him the ball. Они кидают ему мяч. All he has to do is tag me. И все, что ему нужно сделать, это коснуться And меня. I'm out. И я вышел из игры. Tag him! Tag him! И все Tag him! кричат: коснись его, коснись его, коснись его! They're screaming at him. Они кричат ему: сделай это!
He said, nah, А он говорит, I'm not tagging Pastor. я пастора Кэмпбелла не буду касаться. If you just keep crawling, Послушайте, если вы просто будете продолжать there's ползти, always grace. всегда есть благодать. There's grace. Всегда есть There's благодать. grace. Всегда есть If you just благодать. don't quit, Если ты просто не you остановишься, win. ты однажды You выиграешь. give God praise. Давайте воздадим Богу славу. That's what Zerubbabel said, Вот что сказал Зарувавель, building the house of God. который строил Дом Божий. Put the last piece in, Он положил последний камень shouting grace. и сказал благодать. Благодать. Listen, Благодать. Послушайте you'll be меня. amazed Вы будете what God will do поражены, что Бог может сделать through your life через вашу жизнь, if you refuse to quit. если вы откажетесь сдаться. I know you may be hurting this morning. Я знаю, может быть, кому-то из вас сегодня очень больно. Life can be painful. Жизнь может быть очень болезненной. I know people can hurt you. Я знаю, люди могут причинить вам боль. I know about the storms of life. Я не знаю насчет жизненных штормов. Listen, Ваших именно. if you Послушайте, don't quit, если вы не оставите, oh, you may fall. не сдадитесь, пусть вы будете You may have some падать, spiritual blood on you, пусть у вас будет духовная кровь на вас. but if you refuse to Но quit, если вы откажетесь сдаться, we serve a God of grace. мы служим Богу благодати. I ask you to bow your head with me. Я прошу вас склонить вашу голову за заключение. Oh, Ramashanda. Before we do anything else, Перед тем, как мы продолжим, you're here this morning, you're not saved, сегодня утром вы здесь, вы не спасены, you're not right with вы God, неправедны пред Богом, lost without Jesus, потеряны без Иисуса, ready to quit. готовы все оставить. Maybe you're playing with sin, И, может быть, вы играете с грехом, or you're backsliding. или вы отступили от Бога. God's dealing with you this И morning. Бог говорит с тобой прямо сейчас. God says, I've not quit on you. Бог говорит, я же не сдался. I've not given up on you. Я же не сдался в твоей жизни. God says, I'm still for you. Бог говорит, я все еще за тебя. You'd say this morning, Pastor Campbell, И вы говорите сегодня утром, пастор Кэмпбелл, I need to pray. мне нужно молиться, Get my heart right with God чтобы мое сердце было праведно пред Богом, before I leave this building. перед тем, как я оставлю это здание. That's you this morning. Если это вы сегодня утром, You're unsaved, you're вы не backslidden. спасены, вы отступили от Бога, Got secret sin. вы имеете тайный грех, You say right now, и вы говорите прямо сейчас, I need to get my heart right with мне God. нужно исправить мое сердце пред Богом. You'd lift your hand Поднимите свою руку up in the balcony, на балконе, down below. внизу. Pastor, here's my hand. Пастор, вот моя рука. I'm not right with Я God. неправеден пред Богом. I need prayer this morning. Мне нужна молитва. Anyone at all, Кто-нибудь здесь, God is dealing with you. Бог говорит с вашим сердцем. I want to change the order of this service. Тогда я изменю порядок служения. I'm going to ask you to stand to your feet Я прошу вас подняться на своем месте, all over this building, по всему залу, up in the balcony, на балконе, down below. внизу. Stand to your feet. Встаньте на свои ноги. Running Бежать the вперед races of life. в жизненной скачке, гонке Just жизни. champions. Только для I чемпионов. want to open these altars. Тест чемпионов I want to сегодня. come and find a place to be. Я хочу, чтобы вы нашли место для молитвы этого алтаря, и нашли поговорить с I Богом, want to come and lay hold of God. нашли возможность Pastor, I'm not обратиться going к to Богу. quit. Я не брошу, я не оставлю, я не собираюсь бросить и сдаться. They've hurt me, О, у меня есть люди, которые причиняли мне боль. done mean things to me, Они сделали со мной что-то lied to me. ужасное, что-то плохое. Жизнь была очень плоха, очень несправедлива ко мне. Oh, and I've hit some storms. О, моя жизнь, я пережил шторма. The devil says quit, Дьявол все время говорил мне бросить все и сдаться. but I refuse Но я отказываюсь сегодня, because I serve a God потому of что grace. я служу Богу благодати. God of grace Богу благодати and mercy. и милости.
Oh, Ramashibo Rebo Shika Rebo Saya. Oh, Gadi Kebo Rebo Shibo Rebo Shikaya. God, we love your name, oh Lord. Oh, God, breathe on your people, I pray. Oh, God, encourage your people, I pray. Oh, God, encourage your people, I pray. Oh, Ramashibo Levo Ramama Shikaya. Oh, Ramama Shibo Levo Shakaya. Oh, God, we love you, Lord. We love your name, oh God. Let's stand and sing it to Давайте God. будем вставать и мы начнем петь эту песню Иисуса. Давайте прославим нашего Господа сегодня. Мы поклоняемся Тебе, Иисуса. I want you to do something. Хочу, чтобы вы сделали кое-что сейчас. You just
just take a couple of steps Я back. хочу попросить вас сделать пару шагов назад здесь у сцены, кто стоит. Give us some room. Дайте нам место сейчас. You're here this morning. Вы сегодня утром здесь. I want to pray for two things. Я хочу помолиться за две вещи. There are people here. Есть люди здесь. You've been deeply offended in life. Вы были очень глубоко обижены кем-то в своей жизни. Someone hurt you. Кто-то очень сильно ранил вас. You keep playing this over and over. И вы тот самый человек, который проигрывает этот инцидент в It may своей have even жизни. happened before you were saved. Даже, возможно, это произошло до того, как вы были спасены. I pray for people. Я молюсь за людей. My wife, Моя жена a couple of years ago, пару лет назад, she's almost 70. ей почти 70, She's testifying. она свидетельствует It's Christmas time. во время Рождества. They've given us a gift. The church has. Церковь подарила нам подарок. So my wife's Рождество, и моя going to жена testify. вышла свидетельство, Her mother's just passed away. потому что ее мама только что умерла. And she mentions И она how упоминает, when she was a little girl, когда она была маленькой девочкой, about 10 years old, ей было всего лишь 10 лет, her parents got divorced. ее родители развелись. She started crying И она начала плакать в этот момент, like it was yesterday. как будто это для нее было вчера. It had been almost 60 years. Прошло почти 60 лет. There are people here. Есть люди здесь. Something happened in your history. Что-то случилось в вашей истории. Very painful. Очень больное, болезненное. God did not save you Бог не спас вас, for you to be tormented. чтобы вы мучились так. He wants to set you free. Он хочет освободить вас. If that's you, Если это вы, I want you to come and stand. я хотел бы попросить вас придвинуться, прийти к этой платформе сейчас, к Somewhere you've been к really этому hurt in пустому the месту. past. Вы были изранены в прошлом. Could have been violated, Это было насилие. sexually abused, Это могло быть сексуальное насилие, lied to, или ложь, betrayed. или предательство. People made promises to you, Люди дали вам обещания, которые не сдержали, never kept them. никогда так и не Maybe сохранили. someone in the И church кто-то, может быть, в церкви был, disappointed you. который разочаровал вас. I prayed with pastors and wives, Я молюсь за пасторов и их жен, poured their life into people. которые свою жизнь отдавали служению людям. Sometimes even had them live with them. Иногда даже у себя селили этих These людей. people leave the И church, эти люди уходили из церкви. talk about it. И плохо про них говорили потом. You give these people room to come. Дайте людям этим возможность прийти. Всем, кто сейчас все еще сражается с этим, свое прошлое. Найдите место, придите, Room to come. придите со всех I want to мест. pray for one other thing. Я хочу помолиться еще за одно. You've come to this conference Вы приехали на эту конференцию, and you've been in the storm. и вы прошли через шторма. Maybe you've even fallen. Может быть, даже падали. It's difficult. И очень-очень трудно. But even in this Bible Но conference, даже на этой библейской you конференции said, you know what? вы говорите: I'm ready to quit. я готов бросить все, оставить, я уже готов сдаться, все, I'm с just меня ready хватит. to give up. Я готов выбросить белое полотенце и God is сказать: dealt with you this я morning. сдаюсь. Но Бог поговорил с тобой сегодня утром, He's not through with you. и Он не закончил еще. You can be pastoring, В твоей жизни ты можешь быть пастором, pastor's wife. может быть, ты жена пастора, Get to this place. и ты дошел до такого места в своей жизни. God is not through with you. Бог не закончил с тобой. And you're going to make a decision. И ты примешь решение. You know what? Знаете что? I'm going to keep going. Я продолжу идти I вперед. have to crawl. Даже если мне придется ползти на карачках. Maybe you thought about even leaving the church. Может, вы даже думали о том, чтобы оставить Getting церковь, out of ministry. уйти со служения. If that's you, Если это вы, I want you to come and stand. также найдите место у этого алтаря. Прямо сейчас придите ближе, потому что из-за вас Thought about молюсь. quitting. Вы говорите: я собирался сдаться, собирался все бросить. Let these folks get Пусть эти люди придут сюда, дайте им место, дайте им возможность прийти. Дайте им возможность подойти ближе к этой сцене. Can I tell you something? Могу ли я вам кое-что сказать сегодня? Listen, God loves you. Послушайте, Бог любит вас. If God be for us, Если Бог за нас, who can be against us? кто может быть против нас? Amen. Аминь. All things work together for good Все содействует ко благу to those who love God тем, кто любит Бога and are called according to His и purpose. призваны
в соответствии с Его изволением. Your problems Ваши проблемы have a purpose. имеют цель. How much more? God says, Paul writes about it, he said, He'll freely give you all things. Да насколько же тогда больше? And he says, you know how we know that? Апостол Павел говорит, Господь даст возлюбленным своим. Because He already gave us Почему? Потому что Он уже дал His beloved Son. нам своего возлюбленного Сына. Listen, God is for you. Послушайте, Бог за вас. God is not against you. Бог не против вас. And I believe in deliverance. И я верю в освобождение. I've prayed with many Я молился со многим большим количеством людей. И одна молитва, and they've walked away free. и они уходят свободными. There are people here, you need to leave some. Есть люди здесь, вы должны оставить кое-что позади. You need to leave it with God, dear. Оставить с Богом, оставить это в руках Божьих. You need to leave some things with Jesus. Просто у Иисуса оставить I'm not going много. to carry this. Я больше не буду носить это в своей жизни. You know what? Знаете He почему? said, cast your burden upon Он Jesus. сказал, чтобы мы возложили все заботы наши на Него, ибо Он печется о нас. He takes it all. Он все это берет. Cast it into the sea of forgetfulness. Библия говорит, что Он бросает это все в море забытия, To be remembered no more. чтобы об этом никогда никто больше не мог вспомнить. Amen. Аминь. God says, I don't want you to live in your history. Бог говорит нам, я не хочу, чтобы ты жил сегодня в своей истории прошлого. I want you to live in destiny. Я хочу, чтобы ты жил в судьбе будущего, Your future with в God. твоем будущем с Богом. And you can do that. И ты можешь это сделать. The blood of Jesus Кровь Иисуса says you can do that. говорит, что ты можешь это сделать. I want you to pray with me right Я now. хочу попросить вас сегодня помолиться со I want you мной. to say, Lord Jesus, Скажите, Господь Иисус, as you've forgiven me, так как ты меня простил, I forgive those я прощаю тех, who have sinned against кто me. согрешил против меня. Those who have hurt me, Те, которые причинили мне страдания. lied to me, Тех, которые мне лгали. betrayed me, Тех, которые меня предали. violated me, Те, которые совершили преступление против меня. abused me. Те, которые делали зло мне. Lord, as you forgive me, Господь, когда ты меня прощаешь, I forgive them. я прощаю и их также. God, I leave them with you. Я оставляю их в твоих руках. And God, I may have to crawl, Господь, пусть я буду ползти даже, but I refuse to quit. но я отказываюсь бросить и сдаться, Because you're a God of grace. потому что ты Бог благодати, You're a God of love. ты Бог любви, You're my strength. ты моя сила, You're my hope. ты моя надежда, You're my future. ты мое будущее. And God, I believe you. И Господь, я верю тебе. Your thoughts about me Твои мысли и намерения are обо good мне, and not evil. они на благо, а не во зло. And I thank you И я благодарю тебя for the precious blood of за Jesus драгоценную кровь Иисуса, that sets me free. которая освобождает меня In Jesus' во name. имя Иисуса Христа. Would you give God the Давайте воздадим Богу славу. Hallelujah, Jesus. Аллилуйя, Иисус. Don't you love Him? Послание твое, я говорю тебе, сделай еще один рывок, я буду с тобой, я помогу тебе. Так говорит Господь. Amen. Many of you know my wife and I, we've been through all kinds
kinds of things in life. Многие из вас, наверное, знают чуть-чуть. Моя жена и я, мы столько пережили в жизни. Some of them deeply painful. Некоторые события, которые мы пережили, были очень-очень больными. Lost our 16-year-old daughter. 16-летнюю дочку потеряли, Tragic accident. которая погибла при чрезвычайно несчастливых обстоятельствах. I was in the Philippines preaching. Я в то время на Филиппинах был, я проповедовал на On Филиппинах. Sunday afternoon, И в воскресенье днем после проповеди she went with some church kids hiking. она пошла с другими подругами и друзьями на гору. It had rained. И дождь был до этого. The trail was slippery. Они просто поднимались по небольшому холму. She slid, Скользко было, она подскользнулась и fell about 100 feet. упала с 30-метровой высоты. My son got down to her side. Мой сын прибежал, спустился к ней, She lived about 30 minutes. и она жила только 30 минут. She went into eternity, Она ушла в вечность, speaking in tongues. и когда она умирала, она говорила на языках. I'm flying back from the Philippines. Я лечу с Филиппин, My mind is shredded. мой мозг не может переварить, вынести эту трагедию. Hell is assaulting me. Ад в это время лжет мне. My precious daughter, Моя драгоценная дочь, my baby, моя девочка. she'd be about 48 years old. Сейчас бы ей было 48. God whispered to me, И Бог проговорил со мной. son, I know the end Сказал, я знаю, сын мой, все от начала from the beginning. и до конца. Trust me. Доверь мне. Took faith. Нужна была вера. Took faith. Нужна была вера. Connie and I. Я со своей женой Кони. My father was saved at the funeral. Мой отец покаялся там во время ее похорон. My mother was saved. Моя мама покаялась. My father went through World War II. Мой отец воевал во Второй мировой. Very hard. Очень жестокий. Seen so much. Очень много видел боли, много видел I asked смертей. him, I said, Dad, Я спросил его, отец, I tried to talk to you before about я же this. тебе до этого много раз говорил об Иисусе, You never listened. и ты никогда меня не слушал. What caught you? Почему ты покаялся именно теперь? He said, son, I saw your wife Connie. Он сказал, сын, я видел твою жену Кони. People are coming. Я видел, как люди к ней We heard подходят. about Gail. We Мы immediately слышали rushed to о your том, home. что случилось с нашей внучкой. Мы моментально приехали. We saw her even there when people were coming to view the coffin. И мы видели Кони, когда она стояла рядом с гробом своей дочки, когда люди подходили к ней. Night of open house. People could come to the funeral. Люди могли прийти в тот момент, прийти, Funeral was the next day. выразить свои соболезнования. На следующий день были похороны. He said, I saw Connie. И он говорит, я видел твою You жену, were coming to console her. когда люди подходили, чтобы ее утешить. She's telling them about the love of God, А она говорит им о любви Божьей, about Jesus. об Иисусе. My dad said, I knew right then Мой отец сказал, вот тогда я понял, she had something что у нее есть что-то, that I had no clue what it was. о чем я не имею ни малейшего But it had представления. to be Jesus. И, наверное, этот Иисус, Он и есть живой. Sometimes your most powerful witness Иногда твое самое сильнейшее свидетельство is when the world expects you to quit. в тот момент, когда все думают, что ты бросишь и Lay down, ты forget it. сдашься, оставишь, уйдешь. But instead of doing that, Но вместо того, чтобы сделать так, you lift up His name. ты поднимаешь Его имя They cannot deny. и славишь Его трон. И они не могут отвергнуть, что Бог действительно реален. Would you give God one more praise? Давайте воздадим Богу хвалу еще раз. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь нас. Спасибо Тебе за служение пастора Кэмпбелла, за его слова, Отец. Мы молим Тебя сегодня, благослови наш день, верни нас вечером в безопасности, защити нас во имя Иисуса. А сейчас будет пасторское собрание для всех пасторов в соседнем молитвенной комнате.
Помните, что сегодня мы должны были начать в 6, начнем в 7, молитва будет в 5, в 6. Встретимся вечером. Бог благословит вас. Мои руки. Не вопрос. То есть, как-то вообще все